Привет всем, друзья! За окном идет снег, и как вы можете заметить, я уже не в Москве. Я недавно записал подкаст о том, почему я уехал из Москвы. И сегодня в этом видео я хотел бы просто рассказать, какие-то подробности моего переезда, и еще раз рассказать о том, почему я уехал из Москвы. Как вы знаете, в России сейчас наступило время карантина. И вообще в России сейчас где-то 2500, больше даже, более чем 2500 заболевших людей. Вот. И большая часть этих людей находится в Москве. И я уехал из Москвы не потому, что в Москве так много людей заболело, все, надо уезжать. Я уехал по другой причине, и опять же, подробно об этом я говорил в подкасте. Я уехал потому, что здесь, в Ленинградской области, здесь находятся все мои родственники. Да, мои бабушка, дедушка, брат, мама, мой сын и так далее. И, конечно, я хочу в это время, в это тяжелое время быть ближе к ним. Поэтому я уехал из Москвы. Это было очень трудное решение, честно говоря, потому что в Москве осталась Юля, вот, и она не могла поехать вместе со мной, вот, потому что у нее там родители, у нее там бабушка и дедушка. Поэтому, в общем, я скучаю, но нам пришлось с ней разделиться, да. Она там, в Москве, я здесь, в Ленинградской области. Вот, буквально позавчера я приехал сюда, и в этот мой дом. Я уже снимал видео об этом доме, вы можете его посмотреть. Я приехал, и, конечно, сразу на меня обрушилось огромное количество разных дел. Во-первых, дом был полностью холодным. Да, то есть я сюда приехал, и было очень-очень холодно. Поэтому я сразу начал топить печь. Вот, и почти целый день я топил печь, чтобы прогреть дом. Вот, сейчас мы посмотрим, может быть, там что-то надо... О, нет, все хорошо. Печка горит, все нормально. Вот, я начал топить печь, я топил, и наконец-то сейчас тепло. И каждый день я все равно топлю печь, потому что это единственный способ здесь согреться. У меня пока нет какого-то обогревателя. Мне нужно купить обогреватель, но сейчас я не могу никуда ехать, не могу купить обогреватель. Поэтому единственный мой обогреватель — это моя печка. Мне нравится, печка — это прикольно. От печки такое очень приятное тепло. Вот, и когда я здесь сплю, то я чувствую, как тепло идет от печки. Вот оно идет, и ты лежишь, и тебе хорошо. Правда, есть один минус. Когда ты утром просыпаешься, то тебе немножко холодно, потому что за ночь печка остывает. Вот, поэтому я просыпаюсь, и мне немножко холодно. Нужно сразу затопить печь. Вот, а сегодня утром я проснулся, и я не успел затопить печь. Я начал с китайского. У меня был онлайн-урок китайского языка. Вот буквально полчаса назад урок закончился, и я затопил печку, потому что было очень холодно. Вот. Я здесь сижу на карантине в моем маленьком доме, да, вот по сути это все, это площадь моего дома, да, такая небольшая площадь. Здесь есть еще маленькая кухня и совсем-совсем маленький туалет. Вот, туалеты, там у меня душ и стиральная машина. Вот здесь у меня душ, здесь у меня стиральная машина. Я вчера постирал огромное количество белья. Вот. Я постирал постельное белье. Вот оно у меня здесь, постельное белье. Я его постирал, потом я его развесил, я его
что-то я повесил сюда, что-то я повесил сюда, что-то я повесил даже вот сюда. То есть у меня во всем доме было развешено белье, и оно сушилось. Еще я съездил в магазин. У меня здесь есть машина, я тоже снимал видео про мою машину. Вот, я сел в машину и поехал в магазин. И я купил очень много продуктов. У меня был целый рюкзак и еще 4 пакета. 4 пакета и рюкзак, полные еды. Вот. Но все равно мне кажется, что я купил мало еды. Вот, я сейчас покажу, что я купил. Потому что здесь не было ничего, да, я жил в Москве, поэтому здесь у меня почти не было еды. И я купил какие-то сладости, печенье, вот такие вот очень вкусные баранки. Мы называем это баранки. Вот, это такие просто баранки с маком. Вот видите, здесь есть мак. Так, ладно. Я сейчас не буду жевать. Потом поем. Вот, оливковое масло, немножко каких-то фруктов, типа это мандарины, такие большие мандарины, яблоки, овощи, вот. Ну и тут в холодильнике тоже есть немного еды разной. Например, вот я сварил свеклу, вот это свекла. Из свеклы делают борщ. Ну, вы знаете, это такой красный, вот я сейчас покажу, красный такой овощ. Он используется для борща, но можно делать просто салат. Вот. Конечно, я купил молоко. Ну, это альтернативное молоко. Оно сделано из овса. Это овсяное молоко, потому что сейчас пост, все еще пост, я не ем молочные продукты. Вот. Тут даже есть авокадо. Что еще? Небольшая тыква. Ну и разные консервы. Например, вот здесь есть фасоль. Фасоль в томатном соусе. Я ее очень люблю. Есть какие-то маслины или оливки. Вот. Ну и разные другие такие вот консервированные овощи. Вот здесь капуста, морковка, что-то еще. Вот. Короче, я закупился. Разными продуктами. Так что теперь могу жить, могу кушать, могу не выходить куда-то. Конечно, есть большой плюс, что я могу, мне не обязательно сидеть. Давайте я выйду на улицу, только нужно надеть куртку, потому что на улице сейчас холодно, где-то минус 3 градуса. Вот, и плюс в том, что я могу выйти здесь на улицу. Да, вот, правда, сейчас снег, вот. Но все равно я могу выйти на улицу. Вот, смотрите, вода бежит. Буль-буль-буль, вода бежит. Вот, я могу выйти на улицу, я могу здесь походить рядом. Вы уже знаете, там, в этом доме живет мой брат. В этом доме живут мои бабушка и дедушка. Но так как сейчас я на карантине, да, я только приехал из Москвы, и, может быть, у меня есть коронавирус, я не знаю, поэтому мне нужно сидеть дома. Вот, поэтому я могу ходить здесь по участку, гулять по участку, но я не могу контактировать с бабушкой, с дедушкой и с моим братом. Вот. Ну, мы разговариваем на расстоянии. То есть бабушка стоит там, я стою здесь, и мы так вот разговариваем таким образом. Вот, в общем, что еще сказать, друзья? Ну, я не знаю, сколько продлится карантин. Я не могу сказать, сколько я здесь буду находиться. 1 неделю или 2 недели, я не знаю. Я надеюсь, что, конечно, все это скоро закончится, потому что я скучаю по Юле, и вообще я не планировал, в это время быть здесь, в Ленинградской области. Я планировал в это время быть в Москве, но обстоятельства такие, что я должен быть здесь. Я должен быть здесь
с моими родными, с моими близкими. Поэтому, друзья, я сижу на карантине. Вчера целый день я убирался. У меня здесь где-то были тряпки. Сейчас я вам покажу мои тряпки. Я взял старое полотенце. Да, вот у меня есть нормальное полотенце. Здесь раз, два, три. Вот, это полотенце. Я взял старое полотенце, сделал из него вот такую тряпку, да, я его обрезал, вот, эта тряпка. Я этой тряпкой все мыл здесь. Здесь было очень грязно, поэтому я вымыл пол, я вытер пыль везде, вот здесь, там, вот здесь, везде я вытирал пыль. Ну и, конечно, стирал белье, вот. Ну, что я планирую делать на карантине? Ну, конечно, я планирую продолжать работу над проектом, продолжать помогать вам изучать русский язык. Еще у меня есть одна мысль, как я уже говорил в подкасте, я хочу записать лайв-шоу, где я буду играть на гитаре. Но я очень давно не играл на гитаре, поэтому мне сначала нужно потренироваться, немножко попрактиковаться. Поэтому я потренируюсь и обязательно сделаю онлайн-шоу, где я сыграю вам несколько песен, друзья. Вот, так что на этом у меня все. До встречи в следующем видео. Многие говорили, что вам нравится, когда я задаю вопросы в конце видео, поэтому я хочу это сделать сейчас, друзья. Давайте, вы ответите на эти вопросы. Куда я приехал? В Санкт-Петербург или в Москву? Я приехал в Санкт-Петербург. Да, ну, вернее, в Ленинградскую область. Ну, окей, Санкт-Петербург. Откуда я приехал? Я приехал из Москвы. Я приехал из Москвы в Санкт-Петербург. Можно сказать по-другому. Откуда я уехал? Я уехал из Москвы. Да, я уехал из Москвы. Я уехал из Москвы. Вот. Хорошо. Почему я уехал из Москвы? Я уехал из Москвы, потому что там много заболевших. Да или нет? Нет. Я уехал из Москвы не потому, что там много заболевших. Я уехал из Москвы, потому что здесь мои родственники. Да, я уехал из Москвы, потому что здесь мои родственники. Да, здесь находятся мои родственники. Когда я приехал сюда? Позавчера или позапозавчера? Позавчера. Да. Я приехал сюда позавчера. Я закупился продуктами или я закупился лекарствами? Я закупился продуктами, да. Я могу общаться с моими близкими здесь? Да, я могу общаться с моими близкими здесь. Я могу пойти в дом к моей бабушке? Нет, я не могу пойти в дом к моей бабушке. Почему я не могу пойти в дом к моей бабушке? Почему я не могу? Потому что я ее не люблю или потому что я о ней беспокоюсь? Потому что я о ней беспокоюсь. Я не могу пойти в дом к моей бабушке, потому что я о ней беспокоюсь.
я о ней беспокоюсь и что? Я боюсь ее заразить или я боюсь заразиться? Я боюсь заразить или я боюсь заразиться? Я боюсь ее заразить. Да? Я боюсь заразить бабушку. Я не боюсь заразиться. То есть сам заразиться. Я не боюсь сам заразиться. Я боюсь заразить ее. Я боюсь заразить брата. Да, я боюсь заразить брата. Поэтому я пойду к брату в гости или я не пойду к брату в гости? Я не пойду к брату в гости. Да? Я не хочу его заразить, поэтому я не пойду к брату в гости. Что я делал вчера в этом доме? Я делал уборку или я играл в компьютерную игру? Конечно, я делал уборку. Да, я делал уборку. Я не играл в компьютерную игру, я делал уборку. А что я делал сегодня утром? Я варил кофе или я занимался китайским? Сегодня утром я занимался китайским. Ну, кстати, кофе я тоже сегодня утром варил. Хорошо. В моем доме есть обогреватель. Нет, в моем доме нет обогревателя. А как я согреваюсь в этом доме? С помощью печки или с помощью обогревателя? С помощью печки. Да, я согреваюсь с помощью печки. Да, в этом доме я согреваюсь с помощью печки. Можно сказать по-другому. Печка обогревает этот дом или обогреватель обогревает этот дом? Печка, да. Печка обогревает этот дом. Или печь. Печь или печка, да. Печь обогревает этот дом. Или печка обогревает этот дом. Мне нужно топить печку или мне не нужно топить печку? Конечно, мне нужно топить печку, да, вот у меня есть дрова, где вот дрова, мне нужно топить печку. Зачем мне нужно топить печку? Потому что печка обогревает этот дом. Угу. Печка обогревает этот дом, поэтому мне нужно или мне необходимо топить печку. Да? Или я должен топить печку. Ну что ж, друзья, супер! Молодцы, что попрактиковались со мной. Обязательно послушайте подкаст. Пишите комментарии, я вам всегда отвечу. Ну и, конечно, напишите, как у вас дела, да, что вы делаете, как ваша ситуация. Хорошо? Всего доброго, здоровья вам и будьте здоровы, да, это самое главное, будьте здоровы.